Все мы помним, какой была Миранда Присли. Холодный взгляд, жесткие требования. Одно слово, и весь офис замирает. Ее боялись, но одновременно ею восхищались. Она была не просто главой модного журнала, а настоящей иконой, человеком, который задает тренды. Но как ей удавалось управлять индустрией? Почему ее слушали все, даже самые влиятельные дизайнеры? В этом видео мы разберем, какие приемы использовала Миранда, чтобы держать власть в мире моды. Как заставляла людей следовать за своими решениями и почему ее методы работают не только в моде, но и в реальной жизни. Кто на самом деле решает, что вы носите? В фильме «Подиум» вымышленный журнал, но давайте будем честными, он один в один как Vogue. Такой же влиятельный, дорогой, глянцевый. И Миранда – это не просто требовательная начальница, а практически киношная версия Анны Винтур. Помните ту самую сцену, где Андреа смеется над выбором между двумя синими ремнями? А потом Миранда выдает ей легендарную речь про небесно-голубой свитер. Почему опять все не готово? Вот, выбрать трудно. Они совершенно разные. Что смешного? Нет, ничего Знаете, просто, по-моему, они выглядят абсолютно одинаково. Понимаете, я еще не разбираюсь в этих тряпках. В этих тряпках? О, ясно. Вы думаете, что они не имеют к вам отношения? Вы подходите к шкафу и выбираете, не знаю, этот мешковатый голубой свитер, поскольку хотите всем показать, что вы человек серьезный, и вас совсем не волнует, во что вы одеты. Но вы не знаете о том, что этот свитер не просто голубой, не лазурный, не бирюзовый, а небесно-голубой. И вам невдомек, что в 2002 году Оскар де ла Рента создал коллекцию вечерних платьев небесно-голубого цвета, а затем, кажется, Ив Сен-Лоран коллекцию небесно-голубых френчей. Здесь нужен жакет. И вскоре другие дизайнеры ввели небесно-голубой цвет в свою палитру. А затем он просочился в крупные магазины одежды, а потом, спускаясь все ниже, достиг какого-нибудь магазина уцененных товаров, где вы его и выудили. Однако ради появления этого оттенка были затрачены миллионы долларов и огромный труд. И хотя вы уверены, что сделанный вами выбор подчеркивает вашу независимость от моды, на самом деле вы носите свитер, который был выбран для вас людьми в этой самой комнате. Из горы тряпок. Вот в этом и есть вся суть модной индустрии. Нам кажется, что мы сами выбираем, что носить, но за каждой вещью в нашем шкафу стоят сотни решений – дизайнеров, редакторов, маркетологов. Тренды не возникают из ниоткуда. Сначала высокая мода задает направление – на подиумах, в глянце, на звездах. Потом люксовые бренды начинают выпускать вещи, вдохновленные показами. Спустя время это доходит до масс-маркета, и вот уже миллионы людей носят то, что когда-то казалось странным или нелепым. И это работает не только с модой. Любой тренд от формы кроссовок до нового оттенка айфона проходит через такие же этапы. Например, кроссовки повседневной жизни. Когда-то они были только для спорта, но все изменилось, когда Balenciaga, Chanel и Gucci начали выпускать люксовые модели. Вспомните знаменитые Balenciaga Triple S. Сначала их называли уродливыми, но вскоре их аналоги появились в Zara и H&M. Теперь кроссовки носят даже с костюмами. Или же велосипедки. Раньше их можно было увидеть только на спортсменах, но потом Ким Кардашьян начала появляться в них повсюду. Шанель и Фенди вывели их на подиумы, и теперь это обычная летняя одежда, доступная в любом магазине. И в этом процессе Миранда играет ключевую роль. Через высокую моду Миранда задает направление, знаменитости и журналы подогревают интерес. Масс-маркет делает вещи доступными, и в итоге они оказываются в вашем шкафу. Так что если вам кажется, что вы где-то купили базовую вещь, велика вероятность, что ее путь начался где-то на подиуме. Как продаются глянцевые журналы? Когда мы впервые смотрим фильм, нам кажется, что подиум – это просто журнал с красивыми картинками. Но на самом деле это огромная бизнес-машина, которая зарабатывает не на продаже номеров, а на вашем внимании. Глянцевые журналы вроде Vogue или Harper's Bazaar существуют не просто для того, чтобы рассказывать о моде. Их главная задача – собрать огромную аудиторию, чтобы потом продать ее рекламодателям. Вам кажется, что вы просто листаете страницы, наслаждаетесь красивыми фотосессиями, но на самом деле каждая съемка, каждый образ – это продуманная реклама.
Шанель, Гуччи, Диор платят миллионы, чтобы их вещи появились на этих страницах. И главное, здесь нет навязчивых кричащих заголовков, только визуальная магия. Вы смотрите на фотографию, где девушка в идеальном платье держит флакон духов, и в вашей голове появляется мысль «хочу быть такой же». Важный момент, что журналы ориентированы не только на тех, кто уже живет модой. Они привлекают и обычных людей, которые пока не разбираются в трендах, но могут захотеть стать частью этого мира. Вспомните Андреа. В начале фильма она вообще не интересуется модой, носит бесформенный свитер, смеется над фанатами моды. Но чем дольше она работает в подиуме, тем больше втягивается. Она смотрит, слушает, начинает понимать правила игры. Ей показывают, как правильно одеваться, как выглядеть дорого, как стать частью клуба. Глянцевые журналы делают то же самое. Они формируют у читателя вкус и создают новые желания. Вы можете не купить платье Prada, но возьмете помаду Dior или сумку Michael Kors просто потому, что журнал убедил вас, что это красиво. По сути, глянцевые издания – это не про моду, а про маркетинг желаний. Они не просто рассказывают о трендах, они их создают. И бренды готовы платить миллионы за то, чтобы эти желания закрепились у вас в голове. И вот уже Андреа, которая когда-то не понимала разницу между оттенками синего, теперь идет по улице в элегантном пальто с сумкой Марc Jacobs, потому что журнал научил ее, что значит быть стильной. Стратегия Миранды и маркетинг личности. Миллионы девушек мечтают об этой должности. Это отличная возможность. Я буду рада, если меня возьмут. В фильме нам прямым текстом говорят, что «Подиум» — это культовый журнал, прикоснуться к которому мечта любой девушки. Но почему так? Все дело в Миранде Присли. В мире моды имена решают все. Когда главный редактор становится лицом издания, журнал получает не просто аудиторию, а преданных фанатов. Миранда не просто женщина, которая руководит подиумом. Она – воплощение власти, вкуса и безупречности. Люди читают журнал не только ради модных съемок, они хотят быть частью мира, который она создала. Посмотрите на Анну Винтур и Vogue. Она сделала журнал культовым, потому что сама стала ее символом. Каре, темные очки, жесткость – это не просто личный стиль, это элементы бренда. Почему Vogue – главный модный журнал в мире? В том числе потому, что у него есть лидер с харизмой. Если Анна Винтур приходит на показ, это значит, что дизайнер получил признание. Его заметили. Если Миранда Присли поддерживает бренд, он становится видимым для всех. Влияние сильного лидера – мощный инструмент маркетинга. Мы ассоциируем бренд не только с его названием, но и с тем, кто за ним стоит. Подтверждение этому мы видим на каждом шагу. Например, Кристиан Диор. Его имя стало символом не только французской моды, но и всего модного мира. Его революционные коллекции, такие как New Look, произвели фурор в послевоенной Европе. А сегодня сам бренд Dior несет в себе не только наследие Кристиана, но и его личный взгляд на женственность и элегантность. Это не просто имя на этикетке одежды, это концепция, которая была вдохновлена самим дизайнером и продолжает жить в каждом изделии. Даже после его смерти бренд остался связан с его именем. Он стал символом того, что мода может быть одновременно роскошной, утонченной и полной силы. Сам Кристиан Диор был такой же харизматичной фигурой, чье влияние распространилось на всю индустрию. А харизма здесь и правда очень важна. К примеру, вы заметили, что в фильме Миранда почти ничего не рассказывает о себе. Она не объясняет свои решения, не оправдывается, она просто есть. Она не бегает за вниманием, и именно поэтому каждый ее шаг становится событием. А значит, пока Миранда управляет подиумом, журнал будет оставаться на вершине. Роль рекламодателей и модных домов. Подиум – это не просто журнал о моде, это бизнес, построенный на рекламных деньгах. И главные клиенты здесь – модные дома. Когда Миранда выбирает, какие бренды попадут в ее журнал, она не просто оценивает их эстетику, она понимает, как они могут повлиять на индустрию. Помните сцену, где Миранда едет в Париж на неделю моды? Это не просто путешествие. Для таких журналов, как Vogue или Harper's Bazaar, модные показы – это главный инструмент влияния. Журнал не просто пишет о моде, он создает тренды и продвигает бренды. Для Миранды это не просто бизнес,
Это вопрос статуса и власти в индустрии. Взамен модные дома дают редакции доступ к эксклюзивной информации, первым образцам коллекции и даже влияют на то, какие вещи попадут на съемки. Как и в реальном мире, где Анна Винтур может поднять и уничтожить бренд одним решением. Если Vogue не пишет о дизайнере, для индустрии его просто не существует. Да, Миранда Присли жестко отбирает, какие бренды попадут в подиум. Во-первых, журнал не может рекламировать всех подряд, а особенно марки, которые не соответствуют его уровню. Если дать страницу неизвестному бренду, это снизит статус издания. Во-вторых, Миранда понимает, что внимание читателей ограничено. Если в номере появился один бренд, значит там не будет другого. Места достаются только самым лучшим. Должен быть фейерверк на каждой странице. Эта фраза Миранды не просто красивые слова, а суть того, как работает глянец. Чтобы удержать внимание читателя, журнал должен не просто рассказывать о моде, а заставлять мечтать. Поэтому в подиуме все выглядит роскошно. Эффектные фотосессии, громкие имена, экстравагантные образы. Это создает вау-эффект, который вдохновляет и мотивирует покупать. А рекламодатели готовы платить миллионы, если журнал делает их бренд желанным. Почему печатный глянец до сих пор актуален? Многие печатные издания начали терять свою аудиторию с приходом цифровых технологий. Но глянцевые журналы не только выжили, но и успешно адаптировались. Как это получилось? Благодаря цифровизации. Журналы начали активно развивать онлайн-платформы, социальные сети, сайты, мобильные приложения. Внедрение видеоконтента, интерактивных материалов и, конечно, влияние на блогеров и инфлюенсеров сделало их неотъемлемой частью цифрового мира. Они начали переосмыслять свои форматы. Если раньше журналы были исключительно печатными изданиями, то теперь они создают не просто статьи, а видеоконтент, сторис, лайв-сессии и активно используют платформы для продаж. Так они могут быть в центре модных трендов, даже в мире диджитал. Но несмотря на цифровизацию, классический глянец все равно оставил свой отпечаток. Да, теперь журнал не только на бумаге, но и в онлайн-формате. Например, Vogue продолжает оставаться символом высокой моды, но уже не только через фотосессии, но также через видеопроекты. Они, например, делают интервью с дизайнерами и другими известными личностями, а также активно работают с соцсетями. Harper's Bazaar и The Cut также следуют тому же пути. Они адаптировались к цифровой эпохе, но не потеряли свой характерный стиль. Глубокие репортажи, интервью с лидерами мнений, контент, который позволяет читателю вдохновляться и следить за трендами. «Дьявол носит Прада» — это настоящая история о власти медиа и силе маркетинга. На примере фильма мы можем взглянуть в мир глянцевого журнала и увидеть, что это целая система со сложными бизнес-процессами. Все эти модные тренды, советы по стилю, рекламные кампании — все это направлено на нас с вами. Каждый день мы живем мечтами и желаниями, которые кто-то нам навязал. Поэтому так важно осознавать, как работает маркетинг, потому что это дает нам возможность принимать взвешенные, осознанные решения. И при этом лучше контролировать свои выборы и не тратить деньги на то, что нам на самом деле не нужно. Если вам понравился этот ролик, не забудьте поставить лайк, это поможет его продвижению. А также подписывайтесь на канал, ведь в дальнейшем здесь будет еще больше интересных разборов кино и в целом поп-культурных явлений. Ну а мы встретимся с вами в следующем видео и пока-пока.